Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Валерий Зинченко. Я представляю американскую компанию Sierra в Украине. Уже год работаю с голограммами компании, разрабатываю методики их применения при различных проблемах со здоровьем и успешно внедряю в жизнь. Моя команда имеет прекрасные наработки, которыми делимся со всеми заинтересованными лицами. Сегодня у нас тема «Как решить проблему храпа?». Всем известно, что плохой сон приводит к дневной усталости, раздражительности и серьезным проблемам со здоровьем. А если еще и храп по ночам? Будем справедливыми. Каждый из нас хоть раз в жизни дохрапел. Даже ребенок и любимое домашнее животное иногда похрапывают во сне. Однако храп может существенно испортить количество и качество вашего сна. К тому же, если ваш храп настолько громкий, что мешает спать вашей второй половинке, вы запросто можете быть изгнаны с супружеского ложа. Исследователи утверждают, что по ночам храпит половина взрослого населения планеты, но из них только каждый пятый храпун – женщина. А вот среди возрастной категории за 60 наступает полное равноправие. Количество храпящих мужчин и женщин становится примерно одинаковым. Храп многим представляется проблемой, не имеющей решения, и единственной панацеей выступают отдельные спальни или хирургическое вмешательство. Так ли это? Каковы причины храпа? Они многочисленны и зачастую требуют обращения к специалисту. Основные из них – узкое горло, увеличенные аденоиды и другие физические атрибуты, уменьшение мышечного тонуса горла. Мужчины имеют более узкие дыхательные пути, чем женщины, и поэтому чаще храпят. Аллергия, астма, простуда, заложенный нос создают определенные трудности с дыханием и, естественно, вызывают похрапывание. Курение расслабляет мышцы и создает заложенность носа. Избыточный вес и отсутствие физических нагрузок. Алкоголь и лекарства увеличивают мышечную релаксацию, что приводит к храпу. Западающий язык в случае, если вы спите на спине. А теперь самое главное. Что делать, если не хотим медикаментозного или хирургического вмешательства? Так, американские врачи успешно используют голографические наклейки «Тихий отдых» производства компании Sierra, размещая их на голове человека в центре виска, в районе акупунктурной точки Тай-Янь. Можно ее носить круглосуточно или наклеивать только на ночь. Для увеличения положительного эффекта примерно с 5-го дня начала первого курса дополнительно размещать эти наклейки с внутренней стороны стопы ноги на 1 см ниже выступа медиальной лодыжки в ямке в районе акупунктурной точки Шуй-Цюань. Необходимо подчеркнуть, что это абсолютно безвредно, так как ничто не проникает в организм, а энергетика человека очень быстро восстанавливается, и болезненные симптомы, в том числе и проблема храпа, просто уходят бесследно. В сложных случаях, когда храп громоподобный и до конца не уходит,
Дополнительно используется 6 нижеуказанных на рисунке акупунктурных точек. Точка первая. Джаохай. Симметричная, располагается на границе тыльной и подошвенной поверхности стопы. Точка вторая. Ле Цюэ. Симметричная, располагается на предплечье, на 2 пальца выше лучезапястной складки со стороны большого пальца. Точка 3. Ваньгу. Симметричная, располагается на границе тыльной и ладонной поверхности кисти руки со стороны мизинца над пятой пястной костью. Точка 4. Шуй-ту. Симметричная, располагается на шее, на уровне нижнего края щитовидного хряща, у внутреннего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Точка 5. Сюань-цзи. Одиночная, расположенная в центре рукояткой грудины в углублении. Точка 6. Жань-гу. Симметричная, расположена на середине стопы. Еще рекомендуем замечательное упражнение для укрепления мышц мягкого неба. Приготовьтесь произнести звук «и», одновременно напрягая при этом мышцы глотки, мягкого неба и частично шеи. Получится при этом нечто среднее между звуком «и» и рвотным движением. Это упражнение делать при любой стадии храпа по 25-30 раз дважды в день, утром и вечером, и оно поможет вам быстрее достичь положительного результата. Возникает вопрос, а какие голографические наклейки используем дополнительно? Основная голограмма, как вы понимаете, это тихий отдых. Дополнительно используем следующие голограммы: истинная энергия, истинное освобождение и освобождение от аллергического насморка. Почему рекомендуем именно эти голограммы, да еще одновременное их применение? Потому что у голографических наклеек истинная энергия, истинное освобождение и тихий отдых есть одна очень важная особенность. Они усиливают друг друга и работают вместе еще лучше, чем каждая из них по отдельности. А подключение к ним и голограммы освобождения от аллергического насморка еще более усиливает этот эффект. Воздействие голограмм Сиора через акупунктурные точки человека при решении проблемы его оздоровления можно проверить с помощью компьютерной тест-диагностики, которая позволяет оценивать функциональное состояние здоровья человека, прогнозировать воздействие любых препаратов, биологически активных добавок, витаминов, минералов, напитков, голограмм, украшений и прочих материальных веществ, быстро, грамотно и безошибочно запустить всю систему восстановления его здоровья, в том числе решить и проблему храпа. Рекомендую, чтобы знать истинное состояние здоровья человека и грамотно спланировать его оздоровительный курс, заблаговременно провести тест-диагностику по 12 меридианам, ауре, чакрам и пентаграмме. Вода
неотъемлемый компонент человеческого организма. Обязательное условие достижения успеха – пить достаточное количество воды, но в разумных пределах, без чрезмерного ее потребления. Свою личную норму потребления воды можно рассчитать самостоятельно по размещенной здесь таблице для взрослого здорового человека. Дополнительную информацию и консультацию по решению вопросов оздоровления организма человека, в том числе решения проблемы храпа при помощи продуктов компании Сиора, можно получить у исследователя из Украины Валерия Зинченко по указанным ниже реквизитам. Спасибо за внимание. До свидания.